Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую я в этом видео водолеев. У нас буквально уже на носу месяц июль, и давайте посмотрим, что же ждет водолеев в июле. У нас будет одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно. Мы рассмотрим общую атмосферу июля, сферу работы, финансов, любви, личной жизни и совет предостережения. Итак, уважаемые водолеи, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И начиная с общей атмосферы грядущего месяца, давайте посмотрим, каким он будет для вас, этот июль. Стабильным. Стабильным, размеренным, удачным в плане получения желаемого. Причем, вы знаете, в достижении ваших целей будет играть важную роль женская фигура. У многих, конечно, здесь отыграется эта женщина как мама, как сестра, подруга. У кого-то даже это может быть соперница. Сейчас посмотрим более подробно. Но в целом июль для вас стабильный, насыщенный теми целями, которых вы хотите достичь. Вы получите обязательно желаемое. И огромную роль, повторюсь, здесь женская фигура играет. Это та женщина, которая будет непосредственно участвовать во многих ваших делах. В целом все сводится, опять же, к стабильности, к семейным делам, к домашним делам и к общению с теми людьми, которых вы можете назвать своей семьей, своим окружением полноценным, полноправным. Давайте посмотрим, что в работе. Что в работе? А в работе непростая ситуация, когда нужно будет стараться отстаивать свои позиции, доказывать, что вы достойны по праву называться хорошим специалистом. Но, вы знаете, все это больше для галочки, потому как ваша позиция и без того прочна и нерушима. Более того, вам покровительствует мужская фигура. Скорее всего, это начальник, руководитель, либо же мужская фигура, которая имеет вес в обществе, которая пользуется авторитетом. И нужно сказать, что все, что касается работы, отыграется для вас в максимально положительном ключе. Здесь заработок, здесь новые возможности, здесь какие-то шансы весьма такие, знаете, вот прям многообещающие, многозначительные. Постоянные новые предложения, проекты, новые какие-то возможности, новые какие-то контракты, договора, новое общение. Все это вам приходит. Единственный момент, здесь могут, конечно же, потребоваться подтверждение того, что вы действительно классный специалист. Подтверждение того, что вы действительно не просто так занимаете ваше почетное место. Тем не менее, вы все это успешно докажете и подтвердите. Скорее всего, это, знаете, проверка на прочность перед какой-то более значимой целью, потому что карта звезда – это долгосрочные перспективы, это большие цели, это не просто цель на завтра, на следующую неделю, а это глобальные цели, какие-то масштабные проекты, масштабные планы и дела. Но вы совсем справитесь и, собственно, покажете всем мастер-класс, давайте скажем так, покажете, как нужно. Что касается финансов у водолеев. Прекрасная позиция. По финансам тоже все стабильно. Во-первых, львиная доля финансов может приходить к вам с помощью мужской фигуры, с помощью пентаклевого короля. В целом здесь все очень-очень стабильно. Постоянные какие-то накопления, денежные поступления. Более того, вы можете себе позволить тратить деньги на удовольствие, не задумываясь. Захотела, пошла купила то. Захотела, пошла купила это. В какой-то момент здесь может наблюдаться... Так, давайте посмотрим. В какой-то момент может наблюдаться некая пауза в, давайте скажем, финансовом потоке, да, в денежных поступлениях, но в целом здесь все стабильно. Здесь может какая-то выплата вовремя не прийти, либо вы можете как-то, вы знаете, пропустить какое-то очередное поступление, но вы это делаете по доброй воле. Такое ощущение, что вы добровольно откажетесь от какого-то разового заработка, от какого-то предложения,
предложение, которое к вам поступило, потому что отшельник делает все добровольно. Такое чувство, что вы здесь выбираете отказаться от чего-то меньшего в пользу чего-то большего, да, то есть я не буду размениваться на какие-то такие небольшие виды заработка ради того, что для меня более интересно. Это может быть также и заработок более крупный, это могут быть какие-то планы на выходные, какие-то поездки, какие-то, так скажем, цели и планы, которые требуют вашего присутствия, но ради этого нужно отказаться от того, что вам предлагают вот именно в виде разового заработка. Что касается личной жизни, давайте посмотрим. Так, союз. Вы знаете, здесь такая ситуация, когда будет происходить трансформация, будут происходить перемены в личной жизни. В первую очередь нужно отметить для тех, кто ждет новые знакомства. Новое знакомство действительно может состояться, причем это может быть мужчина младше вас возрастом, это может быть человек младше вас возрастом, либо же недостаточно зрелый. И здесь тенденция к тому, что из какого-то делового либо творческого союза ваши отношения могут перерастать во что-то большее. Для тех, кто состоит в стабильных отношениях, здесь пройдет некая трансформация, здесь пройдут некие перемены, когда нужно будет решать, куда же дальше двигаться в ваших взаимоотношениях. Очень много у водолеев треугольников, тем не менее они будут продолжаться, здесь все равно статус тайной женщины, он вас преследует, либо же есть, да, вот здесь вот эта женщина в сигнификаторах отыгрывается как фигура соперницы. У многих, кто знает, что есть соперница, она так и будет вас преследовать, она так и будет вас сопровождать. Тем не менее, в сфере любви, в сфере личной жизни у водолеев в июле будут перемены, когда нужно будет решать, куда, в какое русло дальше уводить ваши взаимоотношения. Но, повторюсь, для многих так и останутся статусы любовные, статусы тайных отношений, треугольники здесь у большинства. Если же вы точно знаете, что у вас нет треугольник, здесь может наблюдаться такой формат, когда вы решаете, куда уводить эти отношения, в какое русло, либо же здесь взаимоотношения, которые любовно-романтического формата, и еще пока непонятно, кем вы друг другу приходитесь. Но, опять же, карта Дом на обороте говорит о том, что в дальнейшем можно прийти к семье, к семейному союзу. Ну и, соответственно, для тех, у кого семья, здесь семьи останутся целы и нерушимы, несмотря на влияние третьего лица, либо на наличие соперниц. Что касается совета, к чему стремиться в июле Водолея? К развитию, к движению вперед нужно стремиться. При этом очень важно отдавать предпочтение семье и союзам, в которых есть взаимопонимание. Важно продолжать начатое. Причем вот именно важно продолжать начатое в союзе, в партнерстве. И выбор здесь будет за вами. Выбор здесь будете делать вы, уважаемые водолеи. К чего остерегаться? Чего стоит остерегаться в июле водолеям? Ограничений. Не сидите сложа руки, не старайтесь пребывать в каком-то замкнутом пространстве. Если вдруг ситуация на работе, где нужно отстоять свои права и интересы, вас поставила в тупик, обязательно найдите из нее выход. Вам важно двигаться вперед, вам важно не сидеть в заточении. Если же финансовый вопрос вас несколько в чем-то ограничил или поставил вас в некий тупик, опять же, двигайтесь вперед, обращайтесь за помощью к своему партнеру, к своим единомышленникам. Не сидите с завязанными глазами и с завязанными руками. Ни в коем случае нельзя впадать в уныние, потому что будут здесь моменты, относительно которых может казаться, что ой, усталость накопилась, ой, нету дальше сил идти. Не стоит медлить, не стоит пребывать в состоянии апатии, не стоит впадать в уныние и не стоит себя погружать в заточение. Вам важно двигаться вперед, причем всеми правдами и неправдами. Здесь выбор в любом случае будет за вами. Ну и, конечно, карта Дьявол на обороте говорит о том, что лукавство, треугольников стоит остерегаться, если вы уже
осознанно вступили в эти тайные связи, в какие-то махинации, вы знаете, что есть некие хитрости, будьте осторожны и осмотрительны. В целом, месяц июль для вас, уважаемые водолеи, весьма благоприятный, весьма такой, знаете, размеренный, спокойный. Вы получаете удовольствие, вы наслаждаетесь жизнью. Будут, конечно же, вопросы, которые будут требовать решения, но вам обязательно нужно помнить о том, что получать удовольствие от жизни вам никто не запрещал и не запретит. Важно помнить о том, что нужно получать удовольствие и радоваться, наслаждаться каждым днем. Вот такой получился у нас прогноз на июль для водолеев. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. И до встречи с вами в новых видео.